Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на следующий выпуск подкаста Russian in Context с Инной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете нас и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня вас приветствует Ирина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Если вы хотите улучшить свои знания, свой словарный запас простым, естественным и эффективным путем в контексте, то заходите на нашу веб-страницу www.russianincontext.com. А на страницах Фейсбука и Инстаграма мы предлагаем грамматику, лексику, цитаты, пословицы и поговорки, анекдоты и многое другое. Итак, начнем. Я думаю, что многим из вас знакома эта мелодия или же сама песня «L'été indien». На русском «Бабье лето» в исполнении французского певца Джо Дассена. Эта песня стала одним из самых больших хитов лета 1975 года. Она была переведена на многие языки и была исполнена самим певцом на испанском, итальянском, английском и немецком языках. Существует также русскоязычная версия этой песни, которая называется «Где же ты?». Не правда ли? Прекрасная мелодия уходящего лета. Уходящее лето, то есть лето, которое уходит или заканчивается. Дни становятся короче, а ночи прохладнее. Но природа дарит нам еще несколько теплых и солнечных дней, чтобы мы смогли попрощаться с летом и смогли встретить с радостью новую пору года — осень. Этот короткий период времени, когда возвращается теплая солнечная погода, в конце августа и в сентябре называется бабье лето. Иногда бабье лето может прийти даже в октябре. Период бабьего лета длится в большинстве случаев от 10 до 14 дней, а иногда может длиться и до 3 недель. В Центральной Европе и Америке бабье лето начинается в конце сентября и заканчивается в начале октября. В Беларуси и Украине оно наступает лишь в середине октября и длится не больше недели. В разных культурах и странах этот осенний период имеет свои названия. В Беларуси его также называют «бабье лето», только произносится оно немного иначе – «бабино лето». На территории Северной Америки его называют «индейским летом». В Германии эти дни называют летом пожилых дам. В Голландии бабье лето называют как время после лета. В Италии оно зовется летом Святого Мартина, а во Франции его называют летом Святого Дени. А как у вас называют этот теплый период начала осени? Нам будет очень интересно узнать об этом. А теперь вернемся к русскому названию «бабье лето». Существуют разные версии происхождения этого слова, то есть откуда появился этот термин. Скорее всего, это термин народного происхождения. И вот одна из версий его появления. В старину, то есть раньше, бабы, но сейчас мы говорим женщины, трудились, работали и в поле, и дома. Когда женщины заканчивали работу в поле, они начинали готовить продовольственные запасы на зиму. Здесь я имею в виду продукты питания на зимнее время. Лето было самым сложным периодом для русских женщин, и только в начале осени они могли отдохнуть и немного погреться на солнце.
По другой версии, в период бабьего лета на лугах, на полях и в лесу можно увидеть летающую паутину. Паутина немного похожа на длинный седой или серебристый женский волос, или, как я уже говорила выше, на бабий волос. Паутина – это сеть паука. С помощью паутины он ловит мух. Паук и муха – насекомые или инсекты. Еще по одной версии, в это время на небе можно разглядеть созвездие Плеяд. В старину, а именно раньше, созвездие Плеяд называли в народе Баба. Плеяды – это звездные скопления самых ярких звезд, которые хорошо видны с Земли, а скопление означает собрание или соединение. Вот я и завершила свой рассказ о бабьем лете. Наслаждайтесь и вы последними теплыми и солнечными днями бабьего лета, так как осень уже стоит на пороге. Внимание! А теперь маленькое задание для вас. Напишите в комментариях, как вы понимаете фразу «стоять на пороге». Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Инной и Ириной. До скорой встречи!